Я хотел бы дать высокую оценку той справедливой позиции, которую занимает Россия, защищая Сирию от иностранного вмешательства. Это позиция, которая мешает использовать международные организации, трибуну Совета Безопасности для проведения антисирийских действий. Как сказал господин Акопов, ситуация в Сирии отличается от той, которая существует в других странах или произошла в других странах. И нужно рассказать о том, что происходит действительно в Сирии. В Сирии происходит процесс реформ. Этот процесс идет относительно быстрыми темпами. Это очень важные шаги, которые Сирия осуществила и осуществляет. Например, закон о партиях сейчас начал уже выполняться, и выборы в парламент также будут осуществлены в феврале месяце 2012 года, а выборы местного руководства также пройдут. Был принят также закон о средствах массовой информации, и была определена комиссия для пересмотра Конституции и внесения в нее изменения. То есть это будет новая и современная Конституция, которая соответствует потребностям Сирии в настоящее время. Была сформирована также комиссия о всестороннем национальном диалоге. В самое ближайшее время эта комиссия начнет работу, и реформы в Сирии проходят в соответствии с намеченным графиком. Все эти вопросы, все эти законы, которые проводятся в Сирии, они приведут Сирию к демократии, к многопартийности, к плюрализму. И я хотел бы сказать, что мы опирались также в этом на опыт, который накоплен в других странах. Проблема, однако, в Сирии состоит в том, что существуют террористы, вооруженные лица, которые действуют на улицах. Я не буду говорить, как все началось, как все проходило с 15 марта и как все это продолжается сейчас. Я буду говорить о том, что сейчас конкретно происходит на местах. Эти террористические группы не имеют никакого отношения к реформам. Они не имеют никакого отношения к программе проведения реформ. Тот, кто хочет проводить реформы, сейчас успокоился после того, как была принята совокупность законов, о которых я уже говорил. Закон о партиях, закон о выборах, и был проведен целый ряд мероприятий. Таким образом, те, кто хочет действительно проводить реформы, сейчас в Сирии, они ждут, когда начнутся или будут проходить и намеченные реформы. Но то, что мы сейчас видим, это то, что группы вооруженных террористов, которым поступает оружие из-за рубежа путем контрабанды, и которые финансируются из-за рубежа, они продолжают находиться на улицах, они нападают на полицейских, нападают на мирных граждан. У них есть программа, повестка дня для них разработана, и мы вынуждены защищать наших граждан. Мы вынуждены защищать наш народ от этих террористов. И вы видели на экранах сирийского телевизора, вы видите, как выходят люди, которые говорят, которых арестовывают, и которые признаются в том, что они завербованы. И
Очень много клеветы раздается в средствах массовой информации, и очень много ложной пропаганды идет о событиях в Сирии. И в этой пропаганде нет ни малейшей толики прозрачности и объективности. То есть, как я сказал, это группы террористов. Некоторые из них прибыли из Ирака, некоторые из них являются фундаменталистами, и некоторые даже из Европы. Они получают деньги и оружие. Вследствие их деятельности ситуация обострилась, и вопрос был перенесен даже для обсуждения в Лигу арабских государств. И министерская комиссия от Лиги арабских стран была направлена в Сирию, она встретилась с сирийским руководством и выдвинула инициативу, которая получила название «Арабской инициативы». Там есть несколько пунктов. Во-первых, прекращение насилия с обеих сторон, убрать армию с улиц, во-вторых, в-третьих, проведение диалога с оппозицией, мирный диалог без употребления силы. Сирия согласилась на эти шаги и приветствовала их. И Россия также приветствовала эту инициативу и поддержала Сирию в том, что касается осуществления этих планов. Что касается оппозиции, то она отвергла эти планы и продолжала стрелять в полицейских, в офицеров и в мирных граждан. Кроме того, средства массовой информации продолжали свою антисирийскую кампанию и продолжали осуществлять информационное прикрытие деятельности этих террористических групп. И вот эта информационная война против Сирии продолжается. Кроме того, продолжается и контрабанда оружия. Оружие попадает в Сирию каждый день. Сирия использует различные механизмы, находит оружие и видит, что это оружие, которое не является сирийским. И Сирия поставила вопрос на встрече с министрами стран Лиги арабских государств, вопрос о гарантиях, которые бы позволили остановить вот эту контрабанду оружия из соседних стран, и поставила вопрос о необходимости остановить ту информационную войну, которая происходит в отношении Сирии и ведется с окружающих Сирию стран. Сирия призвала также арабские страны не верить, не опираться на ту ложную информацию, которая распространяется о событиях в Сирии. Сирия в этот период делает шаги по замене военных частей на улицах полицейскими частями. Так проходит везде, кроме города Хомс. Мы также позволяем журналистам приезжать вот в эти горячие точки для того, чтобы они правильно освещали те события, которые там происходят. Мы оправдываем тех людей, которые не замешаны в убийствах. Более 500 человек, например, заключенных, которые были заключены, были освобождены, и однако неожиданно было
было сделано заявление Госдепартамента США, который призвал вооруженных людей в Сирии не сдавать оружие сирийским властям, как это предложило сирийское правительство. И это было несколько неожиданным для нас. Кроме того, мы не можем пройти мимо заявления Министерства иностранных дел Франции, которое заявило, что арабская инициатива – это мертвая инициатива или мертворожденная инициатива. Вы видите, какая ситуация? Мы знаем, что Соединенные Штаты и Европейский Союз используют Лигу арабских государств, пытаются использовать резолюцию ЛАГ для того, чтобы протащить выгодные им решения в Совете Безопасности. Если им это удастся, то они, может быть, сделают то с Сирией, что они сделали с Ливией, и будут войска введены, как они были введены в Ирак и в Афганистан. Но известно, и я хочу вам сказать, что во время заседания руководства Лиги арабских государств в Каире количество убитых теми, кто принадлежит к этим террористических группировок, достигло 68 человек из числа мирных граждан. Это было в Хомсе, в местечко, которое называется Бада-Амр. Точнее, туда была введена армия, там были обнаружено большое количество оружия, пусковые установки ракет, минометов и это вот самое последнее событие. И сейчас Лига арабских государств завтра, в субботу, созовет очередное заседание для того, чтобы подвести итоги. Надо сказать, что Соединенные Штаты и Европейский Союз, их не заботят права человека, их не заботят возможность урегулирования конфликта в Сирии. То, что беспокоит Запад прежде всего, это нефть и газ, и сопротивление американским планам и заботит их то, чтобы Сирия прекратила поддержку палестинскому сопротивлению. Они говорят о демократии, а что за демократия, которая существует в Афганистане сейчас из-за их вмешательства в Ираке и так далее. Мы руководствуемся не какой-то там демократией, о которой говорят американцы, а мы руководствуемся теми требованиями и интересами, которые отражают интересы нашего народа.